Поговорим в разрезе классов. Перед вами город Днепр, социальное жилье, видим административные районы. Бросается в глаза, что наибольше всего за данный период времени, исследования проводили июнь-июль месяц, наибольше всего подешевела, я прошу прощения, недвижимость в Самарском районе на 0,21%. Ну, кто в Днепре живет, знает, что это, в общем-то, такой себе спальный массив вперемешку с промышленной зоной. Самое бюджетное жилье здесь. И наименьше всего подешевела недвижимость, конечно же, видим в центральном районе на 0,16% подешевела. А в целом социальное жилье показало снижением 0,19% за месяц. Переходим к следующему слайду. Этот слайд появился благодаря вам, друзья. Вы просили показать, что происходит с недвижимостью на протяжении всего периода войны. То есть это 4 года и сколько там, 8 месяцев уже, да? Или 9. Так вот, друзья, смотрите, данный график рисунок показывает вам в ретроспективе, что произошло с недвижимостью. Начнем с марта месяца 2022 года. Война началась в феврале, 24 февраля 2022 года. Исследования естественно, квартальные, поэтому начнем с марта месяца. Социальное жилье. $626 за квадратный метр, стоимость квадратного метра в марте 2022 года. Весь первый год войны мы видели снижение порядка там 9-10%. Можете пересчитать, реперные точки у вас есть. Второй год войны, на удивление, недвижимость не снизилась в стоимости. Даже были кварталы, когда она показывала динамику роста незначительную. Но в итоге, в общем-то, второй год войны для недвижимости, для именно, если говорить о стоимости квадратного метра, война не повлияла практически. А вот третий год, друзья, был самый такой плачевный для рынка недвижимости. Стоимость снизилась данного класса жилья порядка на 14%. Вот видим, как вот эта аппроксимирующая линия тренда, да, я сглаживаю ее, показывает резко вниз тенденции снижения стоимости. Ну и, о чудо, друзья, весь 2025 год, а точнее с третий, четвертый квартал, то есть со второго полугодия, мы увидели динамику роста. С какого-то перепуга, это мое слово, которое совершенно я осознанно применяю, это не слово паразит, потому что рынок недвижимости вел себя неадекватно, поэтому я это и фиксирую. Но, друзья, мы видим, что с 2026 год, уже 6 месяцев, стоимость квадратного метра медленно и уверенно показывает динамику снижения. Всего внизу вот табличка такая подсчитала за нас, это Excel таблица. За весь период войны недвижимость подешевела данного класса на 13,90%, то есть на 14%. Напомню вам, вчера записывал город Харьков, что произошло с недвижимостью. Там за данный период времени недвижимость подешевела на 12%. То есть Харьков находится вообще близко к фронту, но там недвижимость в данном случае, мы наблюдали, растет на протяжении уже 1,5 лет. Город Днепр чуть дальше от фронта, но ведет недвижимость себя вполне логично, закономерно, как и должна себя вести при фронтовом городе. Итак, друзья, следующий слайд. Очень быстро поговорим о том, что произошло с арендой за один квартал. Красная вот здесь строка. Рост аренды 2,69%. Это достаточно много. С чем это связано? Поговорим уже в конце видео. Я больше уделю этому времени. Следующий слайд, друзья, посвящен вторичному рынку, но квартиры уже эконом, комфорт, бизнес-класс. Снижение на 0,13%. Можете посмотреть, как отличается стоимость квадратного метра в разрезе уже административных районов, поэтому это декомпозированные данные, еще раз напоминаю. И снижение за один месяц в процентном соотношении. Переходя к первичному рынку, друзья, мы видим, что здесь квартиры эконом-класса подросли в стоимости 0,19% за месяц. Можете посмотреть в разрезе административных районов, сколько стоит квадратный метр данного класса жилья. Напомню, что это квартиры не сданные в эксплуатацию, то есть это
только всего лишь инвестиционные договора, и не факт, что компании-застройщики при фронтовом городе квартиры эти достроят. Также смотрим, что произошло в процентном соотношении всего лишь за месяц, динамика роста видим. Следующий слайд посвящен также первичному рынку, но уже квартирам комфорт бизнес-класс, которые также подорожали на 0,17%. По административным районам можете ознакомиться в стоимости квадратного метра. И также можете ознакомиться, насколько подорожала в процентном соотношении стоимость квадратного метра, естественно, по административным районам. Ну и последний слайд, посвященный колебательным процессам длиною в 1 месяц. Это квартиры элитного класса, которые подешевели за месяц на 0,38%. Но вот посмотрите, насколько сильно отличается стоимость квадратного метра от эконом-класса. Почти в 3 раза. 1306 долларов за квадратный метр. Напомню вам, это жилье, не сданное в эксплуатацию. Также обратите внимание, что всего лишь в 3 административных районах компании-застройщики строят жилье данного класса. Это Шевченковский район, центральная часть, Соборный, ну это центральная, и центральный район. По стоимости они тоже достаточно сильно отличаются. Квартиры одного и того же класса в зависимости от локаций имеют разную стоимость квадратного метра, что вы можете прочитать. В целом квартиры подешевели незначительно на 0,38%. Друзья, переходим